Эта история случилась в брянских лесах 30 лет назад. В одной из деревень Клинцы, расположенной близко к большому лесу, зачастили похаживать волки, то овцу задерут, то на корову нападут, того и гляди, что и человеку будет опасно ходить в окрестностях деревень. А в деревне жил заядлый охотник Николай. Вот и попросил его председатель сельского совета Иван Трофимович организовать других охотников на разрешенный отстрел волков, так как их очень много в эти годы расплодилось в окрестных лесах деревень. Николай быстренько организовал охотников, и они отправились на охоту. Охотники – это старые приятели Николая, они опытные, хорошо знают лес, повадки зверей. «Николай, куда пойдем?» – спросил Андрей. «Пойдем к тому ключу, на склон, где были прошлый раз». Николай, Андрей и Федор охотились здесь уже много лет. Но сейчас у них была ситуация другая, не просто поохотиться, а в короткие сроки избавиться от как можно большего количества волков, иначе время с охотой может затянуться, что нежелательно. Они пошли к ключу, ничего не предвещало беды, шли по узкой тропе друг за другом, внезапно ветки в зарослях затрещали, и на охотников выскочил огромный волк. Андрей и Федор бросились бежать назад по склону, а Николай побежал вниз к ключу. Волк погнался за Николаем, быстро припав к земле. Николай прицелился и выстрелил, но промахнулся, видимо от сильного волнения и внезапности. Волк на мгновение скрылся в поле зрения. Николай побежал вправо дальше, тогда еще не понял, почему волк скрылся, не преследовал его потом. Ведь, если бы волк захотел, настиг бы его еще там внизу у ключа, а волк просто остановился и смотрел на Николая издалека. Он смотрел Николаю прямо в глаза, охотник взвел ружье и только хотел сделать выстрел, как вол успел убежать раньше. Все трое охотников решили разбить палатку и разжечь костер, отдохнуть. Уже был вечер, устали все, решили остаться на ночлег, а завтра продолжить охоту. Весь вечер провели за разговорами, что произошло, как лучше завтра провести охоту на волков, потом улеглись в палатке отдыхать. Лежа в палатке, Николай вспомнил встречу с волком, что он хотел, почему не напал на меня и убежал, размышлял Николай. Все это не давало ему покоя, он решил выйти из палатки и посидеть у костра. Сидя у костра и слушая потрескивание хвороста в нем, Николай вдруг отчетливо услышал тихие и медленные шаги. Из-за деревьев вышел тот же самый волк и пошел напрямую к Николаю. У Николая замерло все внутри, по спине прошел жуткий холод, сердце охотника ужасно колотилось от страха и всего, что может сейчас произойти с ним. Во рту горло пересохло, он не смог закричать и думал уже, что ему конец. Волк наклонился к его ноге, схватил зубами Николая за штанину и потянул. Николаю пришлось встать, тогда волк отпустил штанину и отошел. Волк посмотрел в глубину темного леса, потом на Николая. Тут у Николая и промелькнула мысль, что волк не желает ему зла, а куда-то зовет с собой. Поборов свой страх, Николай пошел тихо в сторону волка, тогда волк тоже пошел дальше в лес, Николай последовал за ним в темный брянский лес. Когда они вышли на поляну, тогда Николай смог разглядеть какой-то темный силуэт, лежащий в траве. Он подошел чуть поближе и увидел, что это был еще один волк. Тот волк стоял поодаль и наблюдал за действиями Николая. Подойдя поближе, Николай понял, что это была волчица. Она не могла разрядиться дальше, хотя один волчонок уже лежал подле нее, она лежала уже практически без сил. Николай вспомнил, как он принимал как-то роды у собаки, и в этом что-то понимал. Николай помог волчице, и она разродилась благополучно. На свет появилось еще два волчонка. В этот момент Николаю даже самому было очень приятно на душе, что смог помочь волчице. Николай посидел около волчицы еще немного, на себе ощутил одобрительный взгляд волчицы и самого волка. Николай встал и направился в сторону своих товарищей в палатке. Волк шел следом за ним, уже почти рядом с палаткой. Волк подошел к Николаю, лизнул его руку, поглядел прямо в глаза и ушел к своей волчице вглубь леса.
Все эти обстоятельства Николая задели за душу, и он тут же решил для себя, что с охотой покончено. Больше он никогда не притронулся к ружью, ведь человек и волк оказались чем-то похожи друг на друга. Вот такая трогательная история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.